«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня гость программы «Звездная гостиная», долгожданный гость, который недавно вернулся с отдыха, с Крыма, когда я с ним созвонился первый раз. Виктор Семенович Харакидзян дал мне его телефончик. Он, оказывается, благополучно отдыхал в Крыму. Он, набравшийся сил, загоревший, сидит напротив меня. Это заслуженный артист России Владимир Юрьевич Михайлов. Добрый день, Владимир Юрьевич. Добрый день. Мне приятно, что вы пригласили меня в вашу передачу. Я немного слышал от своих друзей в качестве от моего друга Виктора Семеновича Харакидзяна, который бессменно играет на бас-гитаре до сих пор в легендарном ансамбле «Поющие сердца». И он мне сказал: Володя, говорит, я недавно был на передаче, хочешь, я о тебе расскажу? Я говорю, да ладно, мне интересно, я такой отзывчивый. А когда узнал, что это находится на улице Каусинена, я сразу... С которой тебя много связывается. Связано, да. Был определенный период моей жизни, да, когда моя жена, я работал в ансамбле «Лисы песни» и купил в тот момент квартиру. Она находилась, и сейчас я в ней живу, это было тогда самая окраина у Кольца в Южном Измайлово. И моя жена родила ребенка, дочку мою любимую Катю. И в «Лесе песни» у нас были гастроли какие там, 3 дня в поездке, остальное дома, 3 дня по пятницу, субботу, воскресенье, куда-нибудь там по дворцам спорта, по стадионам. А потом у меня получилось, что я попал в волю ситуации в Краснодарский ансамбль «Вива», и там гастроли по 3 месяца. И меня жена не выдержала. Вахты такие да, целые. Жена не выдержала и говорит, вот смотри, говорит, календарь показывает, а там крестиками отмечено, сколько я бываю дома и сколько, значит, я на поездках. И она мне сказала, я не хочу быть вдовой при живом муже. А ты бы показал, сколько ты привозишь-то за это время. Не в этом дело не в деньгах. Да, я шучу, конечно. У нас тогда не было телефона, тогда не было мобильных, да. Она была как в ссылке, да. Она с ребенком в чужом районе, да, она сама в Черемках жила, а тут в Южный Измайлово ее отвез. И причем у нас там автобусы плохо ходили. И она сказала, Володь, я не хочу быть вдовой при живом муже. Выбирай. И тогда я вспомнил о своих друзьях. Я приезжал в 1975 году покорять Москву. С первой попытки там не все удачно получилось, но с москвичами, музыкантами, я хорошими познакомился. И когда они узнали... Надо сказать, что Владимир из Воронежской области. Воронежская область, да. Родился там, да. И меня ребята устроили, он как раз это... Площадка принадлежала ВОСу, да? «Минутка» называлась, да? Кафе, знаменитое легендарное кафе «Минутка». Я до этого в ресторанах вообще никогда нигде не работал. Я пел только эстраду, да? Это другая школа. Это много чего было интересного. Так что, дорогие радиослушатели, представляете, у ВОСа была такая легендарная кафешка. Не одна, их было несколько, да. И она была, как сейчас говорят, башлевая в тот момент. Да. Почему? Объясню. До меня там пел в тот момент, лицо негритянской внешности, Вэл Роланд, такой певец. Потом он стал мужем Ирины Понаровской. Вон кто. Да. Я думаю, что знакомая. И на него ходили, потому что он черный, да, и пел... Но это сейчас у нас негров половина. Да, тогда это был диковинка, да. Не, он пел, и Фирму хорошо пел, и наши песни. А на бас-гитаре тогда... Владимир, извини, что я тебя... Укупник такой тоже известный. Извини, что я тебя сейчас перебью. Давай мы послушаем первую песню в твоем исполнении, и сейчас все удивятся. Первая песня, которая прозвучит сегодня, она называется «Московский трамвай». Песня, она вообще человеческая, добрая, и, надеюсь, кто даже не ездит в трамвае. Да, ты знаешь, я сейчас вспоминаю, я одно время жил на Бауманской, и по Бауманской как раз ходили трамваи. И там... Да, они и сейчас ходят. Да, я запомнил, когда, это было еще давным-давно, и сядешь в трамвайчик, этот необыкновенный такой звук, едешь не спеша, да. Эти пробиваешь талончики какие-то, это все. Там история... Да, это можно рассказывать, но лучше послушать песню. Да, «Московский трамвай». Эти слова, стихи к песне написал мой большой друг, главный режиссер Москонцерта, заслуженный деятель искусств, заслуженный артист России Владимир Владимирович Пасынков. Послушайте «Московский трамвай».
Говорят, что трамвай устарел, что пора, мол, на отдых, наверно. Я ему поклониться хотел и спасибо скажу непременно. Наш московский трудяга, трамвай, моей юности верный попутчик, рельсы времени нам пролистай, а звонок отправления озвучен. Стромынка и Басманны, Измайлова, Перова, по рельсам Каланчевки я подъезжаю снова. Проспект Путибуденного, Сокольников огни, видны в окно вагонные места моей Москвы. Мой трамвай, ты, конечно, судьба, и она мне любовь подарила. Ты прицепы по рельсам вела и меня красотой приманила. С той поры много дней утекло, я Москву этих лет вспоминаю. Нам с тобой еще рано в депо, так же рано на отдых трамваю. Стромынка и Басманны, Измайлова, Перова, по рельсам Каланчевки я подъезжаю снова. Проспект Путибуденного, Сокольников огни, видны в окно вагонные места моей Москвы. Стромынка и Басманна, Измайлова, Перова, по рельсам Каланчевки я подъезжаю снова. Проспект Путибуденного, Сокольников огни, видны в окно вагонные места моей Москвы. Стромынка и Басманна, Измайлова, Перова, по рельсам Каланчевки я подъезжаю снова. Проспект Путибуденного, Сокольников огни, видны в окно вагонные места моей Москвы. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня гость именитый, маститый, который, если я не ошибаюсь, где-то с 75-го года, наверное, ты уже, да, в Москонцерте? Или нет, раньше еще? Нет, Москонцерт пришел гораздо позже. Ну, вот это отдельная история, я о ней расскажу. Это Владимир Юрьевич Михайлов, заслуженный артист России, композитор, который продолжает, как вы слышали, вот добрую традицию советской и российской эстрадной песни. Вот, чтобы рассказать о тебе, не хватит вот этого времени всего, но я хочу ухватить самое основное, да. Во-первых, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, Москонцерт — это такая организация, в которую попасть, было очень сложно. Нужно было обладать определенными данными, нужно было быть и талантливым, и иметь какие-то все-таки связи в этих кругах. Вот. Как тебе посчастливилось попасть в эту организацию? Я могу сказать, у меня доля случая, да, в моей судьбе очень много раз... Видно, я рожден
под счастливой звездой, что ли, да. Вот, ведь когда, с чего, собственно, начиналось, да? Я жил мальчишкой, как и все, в Воронежской области, но послевоенные годы мы родились, вот я в 49-м году, да. Вот. В детский сад я не ходил, у нас его просто не было. Моя была это речка, чужие огороды, где все вкуснее. Вот. И тогда мальчишки. Вот. И вдруг я узнаю, что открывается музыкальная школа. Вот. Я не знал, что такое музыкальная школа, но моя мама играла на аккордеоне. Она научилась играть самоучкой. Дело в том, что она дошла до Берлина, она ушла добровольцем на фронт и привезла трофейный аккордеон Хёнер. Вот. Танго цвай, как сейчас помню, вот такой 3/4 перламутровый. Да. Вот. И она у меня была учительница, она преподавала географию, а пение, как бы это по совместительству, потому что не было педагога. Мы бедные были. И, вот это, да, и бедные, я имею в виду, что не было ни пианино, ничего, а вот был аккордеон. Вот. И от мамы, конечно, много чего взял. И бабушка у меня пела хорошо. Иногда мама приходила с работы, они садились на крылечко, и бабушка говорила: «Дусь, давай поголосим». И вот они пели песни, которые слышали народные, по радио, а я сидел внизу, там в песочке игрался и слушал, наматывал себе, наверное. И вот открылась музыкальная школа, и мне ребята сказали, я говорю: «Мам, я хочу учиться в музыкальной школе». На что он мне сурово сказал, говорит: «У тебя нет слуха». Вот, да. Но я, видно, был очень настырный, видно, я так достал, что на третий день она мне сказала: «Смотри», и повела, взяла за руку и повела в школу. Когда мы пришли, там сидели какие-то дядьки, тети, вот, мне было страшно интересно и непонятно, что они от меня хотят. Вот. Ну, там нужно было какие-то диктанты, что-то там проверяли слух, все такое. И потом какой-то дядя мне говорит: «Мальчик», заулыбались, услышав все это, что я могу. Говорят: «Ты хочешь играть на скрипке?» На что я сказал твердо: «Нет». Они так удивились, говорят: «А на чем ты хочешь играть?» Я говорю: «На баяне». Вот. А в это время был баян, это был очень модный такой инструмент, потому что лично для меня это произвело впечатление, когда я увидел первый раз фильм «Солдат Иван Бровкин». И там была такая песня: «Если б гармошка умела». Да, вот, это все знают. Да, и на баяне. Да. Да, баяны звучали вообще во всех ну да, не было еще гитары, не было да. вокально-инструментальных, это все потом пришло. Вот. И дело в том, что видно, по баяну всех уже разобрали, у всех уже набрали себе в каждый класс преподаватели. Вот. И они долго совещались и говорят: «Ну, если, говорит, Петр Дмитриевич Матусков возьмет». Я так слушал, но я не понимал, но я запомнил. И вот на следующий день, вернее, когда уже нужно было прийти на занятия, вот, я стучу в дверь, да, я открываю, мне назначенное время, я открываю Сейчас я вот здесь тебя прерву, потому что это особая такая интересная тема будет, как раз для нашей радиостанции, по поводу твоего преподавателя первого. В общем, про Шаинского расскажи. Да, и вот я начал искать встречу с Шаинским. И есть такой поэт Зиновий Яковлевич Ямпольский, он ровесник Шаинского, вот, и как-то мы случайно с ним, случайно, говорят, в жизни ничего не бывает, и я написал, у него обалденные стихи на разные, вот, и особенно детские мне нравились, и военные, и мы с ним подружились. И он меня пригласил на свой день рождения. Говорит: «Володь, проведешь день рождения?» Ему тогда было лет 70, наверное. Это было давно. Я говорю: «А кто будет из знаменитых гостей?» Говорит: «Ну, говорит, Людмила Алексеевна Лядова». Потом говорит: Лядова, говорит, Вова Шаинский. Я уши намострил, потому что они ровесники. Вова там, Людмила Алексеевна, а то Вова. И я говорю: «Конечно, да». И вот, значит, его день рождения, там собрались гости. Вот. И я говорю: «Ну что?» Да Лядова, говорит, сказала, говорит, притворилась, что болеет, не пришла, а Володя обещал. И вот идет весь вечер. Я жду, значит, когда придет Шаинский, а его нет и нет. И уже вечер заканчивается, я уже обречен, а приготовил песни, которые уже пел вот нашу рыбалку, песню приготовил, ну, чтобы показать Шаинскому, большой детский хор. И вдруг появляется Шаинский уже в самом конце. Я говорю: «Владимир Яковлевич, мы так вас заждались». Он посмотрел на меня, я говорю: «Заводи». На рыбалку утречком я ходить люблю, там на речке удочкой рыбку я ловлю. На рыбалку. В общем, я ходить люблю. И вдруг Шаинский посмотрел, почесал себе в живот, повернулся
и уходит. Мне этот Зиновий Емпольский говорит: слушай, он обиделся, выключай музыку, выключай. А он, оказывается, в туалет пошел. Ему надо сходить. Потом зашел на сцену, потом уже это самое... вечер, я специально сел с Владимиром Яковлевичем Шаинским за один столик, вот, и мы с ним разговорились, и он, говорит, так на меня хитро смотрит и говорит: а ты мелодист. Я молчу, думаю, что еще скажет. Он помолчал, хитро заулыбался и говорит: после меня только ты. Я чуть стол не перевернул. Я схватил двумя руками за руку, говорю: Владимир Яковлевич, ловлю на слове. И что интересно, после этого мы уже встречались и в Доме кино, и на устных выпусках газеты «Московский комсомолец». Вот. И потом я набрался наглости, я говорю: у меня скоро выходит пластинка детская, я уже записал, не знаю, где издать. Я говорю, и рассказал ему эту историю, что я не Шаинский, но я, как и вся страна, люблю его и вырос на его песнях. Он заулыбался и говорит: а какая фирма? Да пошли ты их! И говорит: что тебе надо? Я говорю: мне нужно, чтобы ваша поддержка. И вот вы знаете, на первый мой альбом, и там на последней странице написано: где бы ни звучали песни Владимира Михайлова, у костра, у реки, в ближнем, дальнем зарубежье, они моментально запоминаются, а это есть и рецепт настоящего шлягера, народный артист Российской Федерации, РСФСР Владимир Яковлевич Шаинский. Это был пропуск, чтобы, так сказать... Наивысшая похвала. Да, для меня да. Это высшее счастье. Вот сейчас слушаем следующую песню. Часто мы о дружбе рассуждаем, мчатся наши солнечные дни. Мы друзей надежных выбираем, если выбирают нас они. Но промчатся трудные минуты, вновь мы свет увидим впереди и поймем, что друг, самый лучший друг, может быть один, лишь один. И поймем, что друг, самый лучший друг, может быть один, лишь один. Кто в жизни, кто правду нам в глаза скажет, друг? Кто в жизни, кто чувствует тепло наших рук? Друг, верный друг, наш единственный друг. Друг, верный друг, наш единственный друг. В этом мире взлетов и падений только друг поможет устоять. И в часы надежды и сомнений только он сумеет нас понять. Он пройдет сквозь горечь расставаний, для него преграды не беда. Потому что друг, самый лучший друг, с нами навсегда, навсегда. Потому что друг, самый лучший друг, с нами навсегда, навсегда. Кто в жизни, кто правду нам в глаза скажет, друг? Кто в жизни, кто чувствует тепло наших рук? Друг, верный друг, наш единственный друг. Друг, верный друг, наш единственный друг.
глаза скажет друг, кто в жизни, кто чувствует тепло наших рук. Друг, верный друг, наш единственный друг. Друг, верный друг, наш единственный друг. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Владимир Михайлов, заслуженный артист России, дорогие радиослушатели, сегодня в гостях программы «Звездная гостиная». Слушаю и вот погружаюсь в то далекое, любимое мною советскую эпоху, слушаю, как складывалась вот твоя судьба, и понимаю, что на самом деле ничего случайного нет. Вот идешь по жизни и встречаешь все больше хороших людей, идешь дальше тоже встречаешь хороших людей. Вот. И я хочу сказать, что сегодня в этой программе я еще раз говорю, что все объять невозможно, вот это необъятное, да. Сейчас у тебя такой период, когда ты вот прислал мне песни, да, они, к сожалению, не ротируются на радиостанциях. Вот я не слышу, чтобы звучало где-то. Редко бывает, где-то звучат, но не так часто, как хотел бы. Прислал накануне мне песни, дорогие друзья, я послушал утром, и у меня улучшилось настроение. Так неплохое было. Но у меня такое ощущение, что я радио «Маяк» послушал советского времени. Спасибо. Потом мне присылают в WhatsApp еще одну песню, еще одну. И я чувствую, как я наполняюсь солнечным светом. Я слепой человек, наполняюсь какой-то доброй солнечной энергией. И о друзьях песня замечательная. И поют вместе вот с этой фолк-певицей, как ее зовут, назови, пожалуйста. Анна Сизо. Это моя крайняя работа, наверное, называется «Весна». Потрясающая просто. Во-первых, вызывает волшебное настроение, легкая музыка, светлая. Вот если даже не вслушиваться, в слова, когда звучит такая музыка потихонечку, где-то на кухне, как раньше, знаешь, слушали, да, то у тебя все равно подсознательно улучшается настроение. Если сейчас тарахтит, извини за выражение, какой-то хлам, вот бум-бум-бум-бум-бум, бессмысленно, да, думаешь, когда же ты перестанет греметь уже, какой-то вот, знаешь, идет раздражитель, как будто где-то работает эта дрель какая-то. Скажи, пожалуйста, в чем секрет того, что вот я, когда послушал твои песни, я думаю, кто поет-то? Человек поет, как будто ему, с армии пришел, может быть, лет 30, самое больше 35. Как голос-то сохранился, как не пропил? Да, это удивительно. Во-первых, я могу сказать, что я уже 14-й год с «Зеленым змеем» подзавязал, да, вот. Но я могу сказать, что когда я был молодой, вот, и как мы все ребята, после каждого концерта мы собирались у кого-то в номере, да, обсуждали, кто как играет, где кто ошибся, где, наоборот, какой-то успех там, потому что это коллективный труд, на самом деле. Вот. Игра вживую, это потрясающе, значит, быть на сцене, когда вот чувствуют друг друга, да, локти конечно, товарища, да. Это было классно, да. И, естественно, у нас это самое, как говорили поляки, без газу не маджазу. Да. Да. Вот, поэтому, так сказать, я ничуть не жалею. И даже вот с Владимиром Яковлевичем Шаинским, да, если бы я не принимал в тот момент, значит, я бы никогда с ним не подружился. Не разговорились бы просто. Да, это сближает все-таки. А потом, когда я почувствовал, что у меня это начинало уже на меня действовать уже привычка сильная уже пошла, да, зависимость какая-то, но я ушел сам. Я никаких кодирований, никаких... Да не об этом речь, я говорю о твоем волшебном голосе, я смеюсь, когда меня спрашивают, говорят, это вы поете, кто меня не знает? Я говорю, да, я говорю, некоторые пропили, я говорю, а я его заспиртовал. Здорово. Вот спой что-нибудь так, кусочек какой-нибудь акапелла вот.
3 месяца лета, 3 месяца осень, 3 месяца зима и вечная весна. Я так полголоса, чтобы тут не Да, да, так я, распугать. знаете, что хочу сказать, дорогие друзья, вот никто не поверит этому человеку, ну, можно сказать, да, ты же не женщина, Можно. 73 года. Давно я не ощущаю это. Это Если- вообще, это пример для всех нас, это пример подражания. Скажи, вот мне кажется, ты человек, который вот по жизни сопровождает хорошее настроение, и вот эта вот позитивная энергетика, которая в песнях, которые ты поешь, да? За что меня любят? Она, мои друзья. наверное, и дает вот это вот, во-первых, звучать этим нотам, да, она не дает стареть, она вот поддерживает в такой форме. И сегодня мы разговариваем по телефону, ты говоришь, у меня озера, у меня воздух, вот Да. это, наверное, природа, общение с природой. Это с детства, потому что, еще раз повторяю, что когда был я маленький, да, у нас ничего не было, да, вот в Воронежской области такой городок, он был захолустный, не знаю, сейчас, может, расцвел, 100 лет там не был, Бутурлиновка, вот, и там была речка, вот, маленькая такая, узкая, но она... Там было свое счастье. И вот мама еще с войны, вот с Германии, она привезла не только трофейный аккордеон. но Кстати, она- аккордеон ты подарил, да, на Поклонной Да, горе? сейчас расскажу, да. Вот. Она не только аккордеон привезла, но она привезла еще семена, вот, разных вот, ну, до того невиданных у нас там... Вот, она- Растений. Да, цветов, да. цветов. И у нас был палисадник, у нас вот было крыльцо, и был палисадник весь засеянный, вот она очень любила это дело, у нас такие запахи, такие ароматы, и вот я как будто в сказку, да. И вот самое главное, я не рассказал, что про первого своего Вот, учителя, да. Ведь так получилось, что когда я открыл дверь, вот первый раз в жизни, значит, к человеку, который должен был меня, ну, как бы это назначили, учиться музыке, я его страшно испугался. Почему? Он сидел за столом, он был в черных очках, и вот на лице у него было очень много, Следы оспы. Вот да, эти, следы да. оспы, да, это самое, да. Оказывается, во время войны была эпидемия оспы, и у него вытекли глаза, да, он заболел, и, видно, никто, не было лекарств таких, не знаю, вот он был ослеп, вот. Но, как говорят, если Боженька что-то отбирает, он дает что-то другое, да. И вот я сначала этого не понимал, и для меня было даже обидно, да, вот у всех учителя нормально, а у меня вот такой, да. Слышите, дорогие радиослушатели? Да, Слепой человек учил этого гениального композитора и певца. Да, это правда. Это Петр Дмитриевич Матусков. Я ему Светлая благодарен. ему память, да. Ну, по годам, да, его уже нет, конечно. Я ему очень благодарен. Я тогда не понимал, да. Но он, я помню, я играл вальсы Паницкого, да, вот, тоже незрячего баяниста знаменитого, да, вальс Паницкого там. И много «Под небом Парижа», это уже потом, да. Вот. Но я, наверное, я был бы хороший баянист, но потом появились гитары перед армией. Я уже не хотел баян брать с собой. Вот. А мама говорит, бери, я на фронте была, гармонист был первый. И вот на присяге, когда принимали присяги, я под баян спел песню Сальвадора Адамо из «Сказочного сна», и ко мне подходит сержант. Там, наверное, надо было петь про родину, а я про любовь спел. Подходит сержант срочной службы, говорит, хочешь играть в оркестре? Я говорю, я ни на чем играть не умею, кроме на баяне. А у нас кларнетист увольняется, он тебе покажет, как дуть, как это извлекать звук и пальцовку, да, и самоучитель. И вот служебка, все там бегали, а я сидел в оркестровой яме, это было в Батуми, я в первый раз там увидел море, вот, черное, да, я никогда море не видел, куда я... Вот, но дело не в этом. И когда уже мандатная комиссия, а мне сказали, вот этот сержант говорит, если будут спрашивать, какая гражданская профессия, скажи, музыкант. Вот. И когда, значит, я помню до сих пор, полковник Сагайдачный, так боялись, какая профессия? Музыкант. А сзади этот сержант стоит, говорит, он нам нужен. Вот. И что удивительно, что к концу службы
Я не научился играть на кларнете так, как надо играть. Вот. Но это дало возможность мне общаться с ребятами-музыкантами, духачами, да. Вот. И я на базе этого духового оркестра сделал вокально-инструментальный ансамбль. И назвал его «Альтаир». В то время был такой популярный певец из Ленинграда Анатолий Королёв. У него была песня «Я стою на земле, надо мной звездный мир». Там есть одна «Альтаир», да. Вот. И мы играли танцы. Мы играли танцы для жен, для офицерского состава, для детей, да, вот каждую субботу. Пользуясь популярностью необыкновенной. Да. И я, естественно, на фоне, так сказать, а потом к концу службы стал еще капельмейстером, уже ходил впереди, там, па-па-па-бам, па-па-па-па-ба-да-ба-да-ба. Вот, все эти марши переиграл. Сколько похорон были, нас еще переодевали в гражданскую одежду, мы еще там хоронили. В общем, прошел все. И вот так я потихоньку набирался опыта. Но первый у меня учитель – это Петр Дмитриевич Матусков. Потом, когда я уволился, я в Батуми поступил в музыкальное училище на вокальное отделение во время службы имени Захария Палиашвили. Вот. Потом, значит, когда я вернулся, мне расхотелось ехать в Грузию, в Аджарию, а преподаватель, у кого я пел в академической капелле, Альберт Павлович Сыбышев, его тоже уже нет с нами. Вот. Он говорит: Вов, пошли, я тебя устрою. Я попал уже, не стал вокалом заниматься, а на хоровое дирижирование. Вот, то есть это мне все потихонечку давалось. Это. Вот видишь, постепенно, то там потихонечку, и складывалась судьба великого, не побоюсь слова, человека, великого композитора и певца, заслуженного артиста России, метр с кепкой. Владимира Михайлова. Ну вот, и я хочу просто закончить. И я стал потом появились вокально-инструментальные ансамбли. Да. Сначала были неизвестные, я объездил весь Союз раза 3, наверное, по всем таким городам. Это мелким, которых даже сейчас... Но потом, когда уже появились, уже стал работать в знаменитых ансамблях, уже тогда у меня, естественно, уже были столичные города. Но все, я от всех набирался чего-то. Вот когда я попал, допустим, в рок-группу «Кинематограф», это последняя моя группа, да, этой группой руководил, художественный руководитель, а создал ее Сергей Миклашевский, он сейчас живет в Беларуси. Сереж, слышишь, привет тебе большой, и люди твоей жене, привет. Вот. Борис Николаевич Рычков, он написал Пугачевой когда-то песню «Все могут короли». Он джазовый музыкант, он играл, он много музыки. Ну, она там чувствуется, джазовое начало. Да, он очень много написал к фильмам, музыки к фильмам, да, вот. И просто с другими музыкантами. Владимир, мы не можем так вот, чтобы не послушать еще одну песню, то у нас вся программа пройдет. Я памятью приду в лихие времена и тем боям в лицо взгляну прямо, где слушала война, уставшая война, аккордеон в руках поющей мамы. Аккордеон, аккордеон, давно ты взял меня в полон. Кнопочки да клавиши, ты недаром славишься на родимой песенной русской стороне. Кнопочки да клавиши, мамины товарищи, сквозь бои пожарища подпевают мне. Присяду в тишине, раздвину я веха, поведаю про мамину отвагу. И словно бы в моих он запоет в руках аккордеон у серых стен Рейхстага. Кружат года своим привычным чередом, и жизнь идет по-дружески кивая. И мамин фронтовой поет аккордеон, былым теплом мне душу согревая. Аккордеон, аккордеон, давно ты взял меня в
полон. Кнопочки да клавиши, ты недаром славишься на родимой песенной русской стороне. Кнопочки да клавиши, мамины товарищи, сквозь бои пожарища подпевают мне. Кнопочки да клавиши, мамины товарищи, сквозь бои пожарища подпевают мне. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Владимир, я вот хочу спросить тебя, во-первых, я сразу заметил очень профессиональный, очень такой для сегодняшнего времени, очень советский такой какой-то саунд, как говорят сегодня, звук, да, фирменный такой. Во-первых, с кем ты сотрудничаешь сегодня и где ты записываешь свои произведения? Ну, так, опять же, все случайно. Опять же, говорят, случайно ничего не бывает. Да, судьба мне подарила друга, с кем я уже более 30 лет вместе, да. Это Александр Шантин. Это мультиинструменталист, великолепный. Все музыканты крутые, все его знают, а особенно наши звезды эстрады, потому что он переписал всех певцов. Он возглавляет студию Льва Валерьяновича Лещенко. Вот. Он, так сказать, ну, супер музыкант, и еще мой друг, вот, большой. И поэтому все мои песни, которые вот в основном я сейчас пишу, я пишу на его студии, да. И все под ключ, получается. Он единомышленник. Вот если что мне рождается, я быстро запишу. Сейчас есть такое модное слово саунд-продюсер. Да, как подаст человек песню, да, так она и зазвучит. Он меня чувствует то, что я хочу, моментально. Вот. И у нас получается такой тандем. Это Шантин. Здорово, да. Здорово. И с кем ты вот сейчас, вот какие планы творческие, вкратце? Планы, так, опять же, я дружу со «Звездным городком» много лет. И могу похвастаться, что когда у меня было 07-70 в большом зале Центрального дома кинематографии, у меня был большой концерт, где выступали звезды нашей эстрады. Ну и мои друзья, вот не те, кого-то, так сказать, там навязывают. Игорь Иванов, это «На французской стороне». Вот, он до меня в лесе песни пел, да, я пришел ему на смену. Вот. Потом «Поющие сердца» Виктора Харгизяна, сейчас руководитель ансамбля. «Здравствуй» песня Аркадия Хаславского. Это кто у меня тогда выступал. Да много было разных известных артистов. Вот. Но я хочу сказать, что вот одна из моих песен, которая любимая, я сейчас уже, наверное, года 4, а может 5 лет сотрудничаю с оркестром «Звезды ретро». Это музыканты, которые раньше играли в самых лучших коллективах нашей страны со многими звездами. И, конечно, много лет, да, вот, «Звезды ретро». И вот сейчас я хочу предложить вашему, сейчас музыкальный и художественный руководитель Борис Кукуй. Вот, это последний аккомпаниатор Леонида Осиповича Утесова. Да ты что? Да. Он сам из Киева, но прекрасный музыкант. Вот. И вот сейчас прозвучит песня, которая мне очень нравится, «Полет лета». Есть такой поэт, очень известный, очень модный сейчас, Дмитрий Панарет. Он грек по национальности и пишет со многими известными артистами, но с ним я сделал такой мини-альбом. Значит, помните, у Ободзинского была песня «3 месяца лета, 3 месяца осень». То есть у нас времена года, как у Чайковского. 4 песни, и вот одна из этих песен называется «Полет в лето». Эту песню, ну что, полетели? Да, эту песню я посвящаю всем влюбленным в жизнь. Вот. Не ломаться перед трудностями. Все равно, так сказать, если в тебе заложен какое-то стремление жить, надо жить на полную катушку по обстоятельствам. Слушаем песню «Полет в лето» в исполнении заслуженного артиста России Владимира Михайлова.
Вновь над Москвой рекой машет нам май рукой, и от весны до лета 2 дня. Губы твои, как мед, к морю лететь зовет. Наша любовь тебя и меня. Снова мы влетаем в лето, ты и я, и 2 билета. Самолет несет на крыльях облака. Нас обнимет южный ветер, будет теплый вечер светер. Вместе в сказку мы войдем, в руке рука. Счастьем звенят сердца, 2 золотых кольца нас обручили с небом давно. Наши глаза полны светом морской волны, и на 2 дыхание одно. Снова мы влетаем в лето, ты и я, и 2 билета. Самолет несет на крыльях облака. Нас обнимет южный ветер, будет теплый вечер светел. Вместе в сказку мы войдем, в руке рука. Самолет несет на крыльях облака. Нас обнимет южный ветер, будет теплый вечер светел. Вместе в сказку мы войдем, в руке рука. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие друзья, вот есть такие люди, с которыми вот говоришь, и все не переговоришь. И сегодняшний гость, заслуженный артист России, Владимир Михайлов, это именно такой человек, который очень много может рассказать и курьезных, веселых случаев из своей жизни, и столько было ярких встреч. И ты знаешь, вот слушая тебя, хочется сказать, дорогой человек, ты живешь настоящей, полной человеческой жизнью. Ты прочувствовал, пронес сквозь жизнь свое горячее сердце, через которое ты пропустил этот дар, эту прекрасную жизнь. И свое сердце и свое творчество ты отдал людям, продолжаешь это делать. Я хочу... Вот дай Бог, я хочу сказать, что дай Бог тебе оставаться вот таким же бодрым, веселым, энергичным, творческого долголетия, счастья, радости человеческой простой и любви. И побольше того, что ты хочешь, быть на природе и быть вот в центре внимания, продолжать петь. Вот можно в ответ, да, чуть-чуть? Значит, мой диск называется «Всем детям на планете», а вообще название ансамбля «Волшебный круг», где поют ребята
поют мои песни ребята, да. Они уже немножко выросли, да, потому что время летит. Это альбом издан в 2018 году. Он еще нигде официально у меня не вышел, просто вот частным образом, да, потому что я детям обещал, что эта песня выйдет. И презентация была в звездном городке космонавтов, вот, потому что я им обещал свозить в звездный городок, да. Вот, поэтому я знаю, что у тебя 4 детей, да? Кто? 3 мальчика и девочка. 3 мальчика и девочка. Да. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Я дарю тебе этот альбом. Послушай, пусть твои детки, если им понравится, поют, а я буду самый счастливый человек на земле. Обязательно передам. Спасибо, что пригласил в замечательную передачу. А я хочу сказать тебе спасибо за то, что нашел время прийти. Вот. И еще раз говорю, творческого долголетия и качественного долголетия ты пример для подражания многим. До свидания, до новых встреч. На мой пример Владимир Яковлевич Шаинский. Я продолжаю его. Он сказал: после меня только ты, ловлю на слове. И последняя композиция. Последняя композиция, вот, ну, сделаем, у меня новый сейчас проект, это японская певица Рио Гокан, и, значит, вместе со мной у нас дуэт, тоже записали несколько песен, будет называться «Домик у моря». Давайте помечтаем. Домик у моря. Хорошая погода. Сейчас лето такое в Москве жаркое. Мне все, когда я был в Крыму, мне говорили: Володь, привези хорошую погоду. Ну вот, она и есть. Давайте помечтаем. Слушаем. До свидания всем. До новых встреч. Спасибо. Я вспоминаю ленту причала и этот домик, белый как чайка, ветви каштанов, брызги прибоя здесь повстречались с тобою. Что же случилось с жизнью моею? О переменах думать не смею, будто держу я вновь на ладони маленький карточный домик. Домик
безмятежно. Домик у моря, ты в моем сердце. Домик у моря, берег надежды. Домик у моря, ты в моем сердце. Домик у моря, домик у моря. Vive 너희의 Домик у моря, Vive 너희의 «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на радио.